Дэнди. О, сколько ночей мы не спали, сколько уроков прогуляли ради нее. Не сосчитать. Ведь сколько кайфовых игр существует на этой приставке, играть в которые сутками нам и то было мало. Но если сейчас спросить у любого из тех, кто проводил за ней дни и ночи в 90-е годы, какая игра на Дэнди самая известная и непревзойденная, ответ всегда будет неизменен. Конечно же, это Марио. Думаю, не совру, если скажу, что 90% игроков всего мира начинало свое знакомство с 8-битной приставкой от Nintendo именно с этой игры. Мы с вами свое знакомство с Дэнди и ей подобными тоже начинали с нее. В России так сложилось исторически. Как слово Дэнди стремительно стало синонимом всех 8-битных приставок, так и Марио стал синонимом Дэнди не менее стремительно. Марио. Да, этот пухленький итальянский водопроводчик уже давно стал настоящей легендой. О нем снято огромное множество различных телешоу, документальных программ, не говоря уже о полнометражном фильме. Вышло гигантское множество игр на всевозможные игровые системы. И в целом, о нем давно уже сказано более чем достаточно. Сотни тысяч поклонников братьев Марио уже давно смаковали и исследовали с ног до головы все существующие про них игры. Все секреты, все пароли, все глюки, все возможные и невозможные способы прохождений. И поэтому сейчас возникает резонный вопрос. Но о чем еще можно рассказывать, когда все и так давно уже известно? Ребят, мы же в России живем. А в России все было куда более изысканней. Вот посмотрите. Это оригинальный картридж с игрой Super Mario Bros. Для приставки Famicom, выпущенный в 1985 году. В течение последующих 8 лет Nintendo выпустила еще несколько игр про Марио. Мы можем пересчитать их по пальцам. Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Доктор Марио, Mario is Missing и Mario's Time Machine. 5 игр, причем последние 3 это своего рода спин-офф. При этом, конечно, нельзя забывать о самой первой игре Mario Bros., портированной с игровых автоматов в 1983 году. И об игре про Йоши, динозаврика Марио, вышедшей в конце 91-го. Таким образом, на NES в мире вышло ровно 8 игр про усатого водопроводчика. На NES. А хотите узнать, сколько игр про Марио вышло на Денди? Вот сколько. Нормально? Да, на самом деле было не 7 продолжений Марио, а что-то порядка 25. И наверняка даже это еще не все. Но это, по крайней мере, практически все, что можно было найти из игр про усатого сантехника на приставке Денди у нас в России в 90-е годы. Разумеется, все это также считалось лицензионным и оригинальным. Какое-то время. Дело в том, что в отличие от других шизанутых игр, типа HPDL 3 или Черный плащ 2, совершенно безумная парадоксальность некоторых из этих рано или поздно начала вызывать сомнения в подлинности даже у самых ярых фанатов Марио уже в те времена. Названия, конечно, поражают своей оригинальностью. Super Mario 11, Super Mario 6, Pizza Pop Mario, Mario Rider, Super Wonderful Mario, Mario Bros 16. Да, она самая. Трудно поверить, но в 90-х годах российские геймеры действительно считали эту игру самым что ни на есть настоящим 16-м продолжением Марио. Конечно, блин, интернета ведь не было, зато были книги с паролями, где можно было без труда найти пароли на эту игру.
Ой, ладно. Короче, как вы уже, наверное, поняли, сегодня разговор пойдет именно об играх Марио, когда-либо выходивших на Денди. Поэтому логичнее всего будет начать наш рассказ с самой первой игры про усатого водопроводчика, вышедшей на приставке Nintendo в 1983 году под названием Mario Bros. Как ни удивительно, у нас на Денди она называлась так же. Эта игра изначально вышла на игровых автоматах в том же году. Затем была портирована практически на все возможные игровые системы 80-х, в результате чего она стала настоящим хитом. Итак, Mario Brothers. А точнее, Мистер Мэри. Хорошее начало. Что ж, как видите, при выходе на Денди классическая игра все-таки претерпела некоторые изменения. Благо, помимо названия, все остальное осталось нетронутым. Только что это за таинственный Мистер Мэри? Они имели в виду Марио? Возможно. Но разница между женским именем Мэри и мужским именем Марио, на мой взгляд, очевидна, да? Думаю, что не особо удивлю вас, если скажу, что на некоторых многоигровках эта игра значилась также и под другим, не менее странным названием Pipeline. В переводе на русский это что-то вроде трубопровода, но мы в детстве называли ее просто Пепелина. Под Пепелиной в меню кроется та же самая игра Мистер Мэри. И вынужден констатировать, что нигде в игре не упоминается имя Марио, и уж тем более Луиджи. Спустя 2 года после выхода Mario Bros. В 1985 году Nintendo выпускает свой сверхпопулярный игровой хит. Игру номер 1 в мире, 8-битную легенду всех времен и народов Super Mario Bros. Сказать что-либо новое об этой культовой игре спустя 26 лет после ее выхода уже невозможно, так как все, что будет сказано, уже наверняка было кем-то сказано не один раз. И что создал эту игру Сигеру Миямото на основе Джампмана и завода Конга, и что она разошлась по миру тиражом свыше 40 миллионов копий, это не считая пиратских. И что она занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории, это уже все давно знают. Но что еще не все знают, это того, под каким соусом кое-кто нам с вами подсовывал эту игру для нашей замечательной приставки Денди. Вот полюбуйтесь на этот яркий пример, купленный в магазине Денди в первой половине 90-х годов. И даже не сомневайтесь, что это лицензия, видите? Вот стиплеровская коробочка. А внутри мы видим самый настоящий картридж с игрой Super Mario Bros. Под названием LB35? Я не понял. Стиплеровский картридж, одноигровка, с наклейкой на задней стороне, коробочкой Денди, на котором изображена картинка с какими-то непонятными существами и написано только TV Game Cartridge, кассеты LB35. И вот я вот, значит, увидев этот картридж в магазине, должен был как-то догадаться, что это игра Супер Братья Марио. Это шутка? Ладно, допустим, я не понял юмора и от фонаря купил этот картридж, после чего принес домой, чтобы узнать, что это за игра. Это игра под названием 2, где опять нет ни слова про Марио. И нарисован лишь какой-то странный чувак в армянской кепке. Радует только то, что если вы уже видели подобную игру про Марио раньше, то, включив эту версию, вы не разочаруетесь, так как игра полностью идентична, за исключением названия. Но только я не могу понять, как, блин, можно было выпустить на витрины магазинов Денди игру Супер Марио, даже нигде не указав, что это игра Супер Марио, даже не указав вообще, что это за игра. Сейчас, спустя много лет с тех пор, мы имеем возможность сравнить оригинальный китайский картридж Super Mario Bros. И оригинальный японский картридж Super Mario Bros. Ну и как вам это нравится? Они убрали все надписи с обложки, а на картинке из этой кучи малы убрали одного единственного персонажа – Марио. И после этого мы еще должны были всецело верить, что это лицензия. Но такую вот лицензию продавали в основном только в Москве, в магазинах Денди. А как же остальная часть России? С чего начинали свое знакомство с Марио другие 95% наших геймеров? Они знакомились с ним через картриджи, подобные этому. Да, вам уже знаком этот экземпляр, не так ли? В 90-х годах Super Mario был одной из самых распространенных игр на многоигровках типа 100-500 игр в одном. Чаще всего они шли в комплекте с приставками, клонированными в Китае.
и содержали в себе, как я уже говорил, всего несколько игр, размноженных на 1000 пунктов меню. Марио тоже подвергался подобному издевательству, и на многих картриджах было раздроблено на 30 игр, равных 30 уровням, повторяющимся в свою очередь по сотни раз. Однако на этом картридже ситуация с Марио была еще печальней и гораздо более безжалостней. Именно с этого картриджа я начинал знакомство с Марио в далеком начале 90-х, когда мне купили первую приставку Лифа. На данной многоигровке из 10 тысяч без одного пункта в меню, примерно 2000 пунктов занимал только Марио. При том, что это была одна единственная игра, 100 раз помноженная на количество уровней. Но, в отличие от других многоигровок, в этом сборнике в игре про усатого водопроводчика, после последнего этапа 8.4 можно было попасть на абсолютно иные уровни, которых нет больше ни на одной копии игры. И только здесь вы можете увидеть суперсекретный мир 9. Да, а даже после 9-го мира есть еще удивительные альтернативные миры A, B, C и так далее. И только на этом картридже. Давайте посмотрим. Итак, в первую очередь давайте посмотрим на мир 9. Вследствие странного косяка с нумерацией, порядок уровней начинается не с цифры 1, а с цифры 0. Таким образом, уровень 1.1 называется Super Mario 0, а уровень 8.1 Super Mario 7. Значит, чтобы попасть на уровень 9.1, заходим в Super Mario 8. Итак, вот он, мир 9. Этот таинственный и удивительный уровень. Не правда ли? Все выглядит очень... Бывает. Да, таинственный 9-й мир. Несмотря на то, что он похож на обычный ночной уровень, действие происходит под водой. Здесь также торчат из-под земли трубы. Да... Ну, в общем, вы поняли. Давайте посмотрим остальные. После уровня 9.1 мы можем попасть в альтернативные миры Марио. Первый из них мир А1. Вау! Этот мир похож на бонус уровень со сбором монеток, только он тоже подводный. Интересно. Но, как вы помните, в обычном бонус уровне, после того, как вы собирали все монетки, вы падали вниз, и начинался стандартный уровень. А здесь же мы можем проплыть дальше и увидеть, что оставалось за кадром. За кадром нифига нет. Ладно, давайте посмотрим на какие-нибудь последующие миры. Так, мир Е1. Ни одной кнопки. Я не успел нажать ни одной чертовой кнопки и уже потратил все жизни. Это просто... Так, посмотрим еще что-нибудь. Что ж, пока неплохо. Правда, по-моему, очень напоминает один из обычных уровней.
Но его хотя бы можно пройти. Посмотрим, что дальше. Дежавю? Уровень М2 такой же, как М1. Это что, мать твою, шутка? Если да, то мне не смешно. И сейчас опять тот же уровень. Потрясающе. Четыре одинаковых уровня. А дальше что, М5? Пипец. Да ты что? Неужели? Уровень до боли напоминает мир 8.3. Да, определенно. Если это те же самые уровни, то что в них нового? Ни черта в них нового нет, одно лишь название. И это и есть суперсекретные таинственные миры Марио? Ну я надеюсь, хоть этот не будет повторяться. Да. Я слишком много пью. Ну как можно не пить, глядя на это безобразие? Это же просто какой-то маразм. Какой смысл было делать? Что это? Пепси? Ладно, попробуем. Да. А знаете, в 90-х годах пепси-кола была настоящим праздником. Она была такой дорогой, что покупали только в двух случаях. На день рождения и на Новый год. В какой-то степени этих А, да, ладно. Ладно, последний раз. Т1. Оба-на, это уже что-то новенькое. Приехали. Вообще фантастика. Кто... Под каким приходом был дизайнер, составляющий эти уровни? Это просто... Ты бежишь по уровню, упираешься в стену и все. Все, что остается, это дождаться, пока кончится время и сдохнуть. И это игра Супер Братья Марио. Хит на все времена. Ну нет, я не сдамся. Я 15 лет мечтал узнать, что за этой чертовой трубой. Я сдохну, но узнаю. Я поломаю эту игру, но я пройду за трубу. Благо есть стимуляторы, есть отмань. Да. Вычисляем значение координаты движения. И меняем ее. Так. Есть! Наконец-то я увижу, что там дальше.
Ладно. Еще одна стена? Да вы охренели! Ладно, мне это не остановит. Хер вам всем! Что за... Марио.